Как известно, 8 февраля этого года балтийские государства совершили окончательный разрыв с энергосистемой БРЭЛ, которая в прошлом объединяла Беларусь, Россию, Эстонию, Литву и Латвию. Однако принес ли этот шаг им столь долгожданную энергетическую независимость и благополучие, и каковы были истинные мотивы этого безрассудного решения? Эти вопросы являются комплексными и не предполагают простых ответов. Более того, любая попытка разобраться в них недвусмысленно указывает на ту беспросветную участь, которая уготована Балтийским республикам, ведь электроэнергетика служит тем самым основанием, на котором покоится экономика любого современного государства. Весьма значимым обстоятельством является и то, что балтийские государства выступают главными проводниками интересов США по линии НАТО в Европе. Вероятно, именно по этой причине данное событие не могло не привлечь пристальное внимание такого известного эксперта, как Скотт Риттер, который не так давно представил на суд общественности свой масштабный аналитический труд на эту тему. Мы подготовили для вас наиболее показательные выдержки из его работы. Итак, в странах Балтии продолжает усугубляться кризис в сфере энергетики, на фоне которого Европейский Союз может лишь отчасти покрывать убытки с помощью субсидий, но совершенно не демонстрирует намерение спасать региональную промышленность ни на общеевропейском уровне, ни на уровне самих Балтийских республик. Цены на электричество в государствах этого региона продолжают держаться на запредельно высоком уровне. Если сравнивать с мартом 2024 года, ценник на электроэнергию подскочил на 32%. В качестве формальной причины такого положения дел называется нехватка мощностей для передачи энергии в Балтийском регионе и падение объемов выработки гидроэнергии в Латвии почти на 50%. Впрочем, аналитики обращают внимание на куда более фундаментальную проблему. В феврале 2025 года страны Балтии совершили самоубийственное отключение от энергетического кольца БРЭЛ, которое объединяло Беларусь, Россию, Латвию, Литву и Эстонию. Эти страны ранее снабжали регион электроэнергией по тарифам, которые были несопоставимо ниже хищнических европейских. Сегодня польские обозреватели с тревогой отмечают, что промышленность региона, особенно это касается энергоемких предприятий химической и металлургических отраслей, в массовом порядке вынуждена прекращать свою деятельность. Работать в условиях анархии, воцарившейся на энергетическом рынке, стало попросту нерентабельно. Вместо обещанной безопасности и стабильности регион скатывается в пучину энергетической анархии, которая чревата полным экономическим коллапсом, пишет издание НДП. Формально страны Балтии прекратили закупки энергии через БРЭЛ еще в 2022 году, однако вся полнота разрушительных последствий этого шага стала ясна лишь теперь. Заводы сперва судорожно пытались оптимизировать расходы, сокращали производственные линии, а затем перешли к процессу их окончательной ликвидации. Сегодняшняя ситуация представляет собой удручающую картину. Страны Балтии подключены к энергосистемам ЕС, но какой-либо внятной альтернативы поставок от европейских соседей попросту не существует. Страны ЕС вполне предсказуемо ставят во главу угла собственные внутренние интересы, оставляя балтийские государства на вторых ролях. В Эстонии местные политики настаивают на прокладке третьего кабеля EstLink мощностью в 700 мегаватт, который, согласно их сомнительным утверждениям, должен к 2035 году уравнять цены на электричество с Финляндией. Однако детали этого проекта вызывают серьезный скепсис. Финская АЭС Олкилуоту функционирует с перебоями, а эстонские компании вынуждены закупать энергию на бирже, где котировки непредсказуемо меняются каждый день. Каким образом прокладка еще одного кабеля должна стабилизировать стоимость, остается совершенно непонятным. Еще более остро стоит вопрос ценообразования. Уже в середине февраля, как сообщала Евроньюз, средняя биржевая стоимость электричества в регионе взлетела до отметки в 191 евро за мегаватт-час. Для сравнения, еще в начале того же месяца этот показатель был на уровне 62 евро за мегаватт-час. Для крупных энергоемких производств, включая компании из химического и металлургического секторов, и речь идет не только о Латвии, Эстонии, Литве, но и о Польше, это означает непосильные расходы. Из-за этого они в спешном порядке вынуждены сворачивать производство. И нет, причина кроется не в сбоях в работе энергокабеля, соединяющего Эстонию с Финляндией.
Нет проблемы и в коммуникации, проложенной из Швеции в Литву, хотя стоит отметить, что эта линия, запущенная в 2016 году, за 2 года эксплуатации ломалась более 30 раз. Рвались кабели. Но это уже вопросы к тем, кто прокладывал ее без должной защиты от внешних воздействий. Проблема в том, что в Евросоюзе на всех энергетических биржах, а с отключением от БРЭЛ страны Балтии фактически привязали себя к одной из них, наблюдается экстремальная изменчивость цен. Стоимость энергии скачет и падает из-за малейших изменений на газовом рынке и погодных условий, поскольку доля ветряков и солнечных панелей в энергобалансе Евросоюза приближается к половине, в 2024 – 47,7%. Скотт Риттер убежден, что ЕС продолжит поставлять электроэнергию и выделять субсидии, но и пальцем не пошевелит для спасения промышленности. Производственный сектор будут спасать в Германии, но никак не в странах Балтии. Местные заводы никого не интересуют. По большей части производства в этих странах принадлежат Швеции. Владельцы этих объектов просто выведут их куда-нибудь в другое место, так что стоит ожидать поставок электричества, субсидий, но с промышленностью придется попрощаться. Впрочем, сами жители Балтийских республик не очень-то за эти производства и держатся. Треть населения Латвии, четверть жителей Литвы и каждый 10-й житель Эстонии находятся на заработках в других странах. Их устраивает эта ситуация, и менять они ничего не хотят, в том числе развивать собственное производство, отметил Скотт Риттер в своем исследовании. Балтийские государства, которые импортируют электричество из стран ЕС, вынуждены закупать его по рыночным ценам, а не по тем, что оговариваются заблаговременно, как это было раньше. Это касается и соседней Польши, которая отказалась от российского угля и газа. Они были крайне важны для генерации электричества в этой восточноевропейской стране. По итогам 2024 года в Польше оптовые тарифы на энергию были одними из самых высоких среди стран ЕС. Счета за свет для домохозяйств увеличились в годовом выражении почти на 67%. В странах Балтии уже в сентябре 2024 года электричество подорожало в 5 раз по сравнению с сентябрем 2023. Сегодня ситуация остается столь же плачевной. Страны Балтии платят за европейскую демократическую энергию больше всего в Европе, вместе с Финляндией и Польшей. Скотт Риттер в своей работе прямо пояснил, закупки странами Балтии из энергокольца БРЭЛ были прекращены еще в 2022 году. То, что сейчас они технически отсоединились, на рынке предложений не изменило ничего. Зато была утрачена спасительная возможность диверсификации. Раньше, при возникновении каких-то проблем, причем не только в Эстонии, Латвии и Литве, но и в Скандинавии или Польше, их можно было купировать за счет поставок из России. Сейчас этой возможности нет. Конечно, цены сейчас выросли, но, как отметил эксперт, они получили дополнительный толчок за счет того, что кабель из Финляндии перебит. Наконец, у стран Балтии удручающе мало своих мощностей. Попытки строить свои ветростанции были, но много их построить не удалось. На территории Европы существует 6 энергосистем, разделенных географически. Самая крупная – центральноевропейская, УЦТЕ, это Польша. С ней имеется ровно одна линия передач, воздушная, из Польши в Литву. Все остальное – это соединение стран Балтии со Скандинавией, а там уже другая энергетическая система, где один кабель соединяет Литву со Швецией, а еще 2 – Эстонию и Финляндию. Но большую мощность здесь не передашь, системы между собой не синхронизированы, характеристики частот не совпадают и так далее. Сама территория стран Балтии европейцами произвольно названа объединенной энергосистемой БАЛСО. Она не синхронизирована ни с той, что на юге, ни с той, что на севере. Перетоки выполняются только через вставки постоянного тока и имеют строго ограниченную мощность. В итоге все, что происходит у этих соседей, неизбежно сказывается на странах Балтии. Разумеется, страны Скандинавии сначала решают проблему у себя, а уже потом занимаются вопросами экспорта. В Финляндии второй энергоблок АЭС в Олкилуота работает на пониженных мощностях. Из-за этого объемы передачи электроэнергии тоже стали меньше, пояснил эксперт. К этому стоит добавить, что энергобезопасность стран Балтии теперь во многом зависит от погоды,
как подчеркивают эксперты, при солнечной и ветреной погоде перетоки энергии в страны Балтии из Скандинавии и Польши можно увеличивать, но при отсутствии таких факторов поставки, конечно, ощутимо сокращаются. Основная проблема не абсолютный уровень цен, а их непредсказуемость. В условиях, когда коэффициент изменения цен на электричество кратный, энергоемким предприятиям очень сложно рассчитать себестоимость своей продукции. Выход из этого только один – строят генерирующие мощности у себя. Иногда в странах Балтии раздаются призывы построить что-то крупное, чтобы хватало на Литву, Латвию и Эстонию, но это все остается на уровне пустых разговоров, резюмировал Скотт Риттер. Уважаемые зрители и слушатели, согласны ли вы с выводами Скотта Риттера? Особенно интересно будет ознакомиться с наблюдениями тех, кто постоянно проживает в одной из стран Балтии. Делитесь, пожалуйста, своими мыслями в комментариях и предлагайте темы для наших будущих выпусков. Если данное видео вам понравилось, пожалуйста, не забудьте поставить ему лайк и подписаться на наш канал, впереди еще много интересного. Спасибо за просмотр.